Всем привет, ребята! Сегодня у нас чудесное воскресное утро. Сегодня мы будем зажигать с вами 4-ю свечу перед Рождеством. Но это попозже, когда мы приготовим обед. А сейчас мы будем готовить завтрак. У нас сегодня все дома, наши мальчики. И к Артуру приехала его девушка. И они еще все, не знаю, спят или отдыхают. Ну, то есть еще никто не выходил, поэтому я решила сначала приготовить завтрак. А сегодня у нас будет завтрак перетекать в обед. И я вас беру с собой сегодня на кухню и будем вместе готовить. Так, что я хотела сегодня им на завтрак сделать? Я хочу сделать оладушки из цукини. А на обед мы с вами будем жарить лосось и форель. Но она пока пускай размораживается у нас, а мы займемся завтраком. Так, у меня 2 цукини. Конечно, уже не раннее утро. Но так как сегодня воскресенье, мы, как говорится, позволяем себе немножко побольше поваляться, отдохнуть, никого не беспокоить. Вчера мы гуляли, ходили. Вчера мы приглашали детей в ресторан. У нас Артур в этом году закончил свой аусбильдинг, 3,5 года отучился. И в четверг он принес цойгнис, свой аттестат, диплом, да, наверное, с хорошими оценками. Мы с папой их пригласили в ресторан, сказали, выбирайте, какой хотите. Ну, мы поехали за 20 километров в немецкий ресторан, не снимали вчера там, но было очень красиво, все из дерева, классный ресторан. Мы посидели с детьми. Ну, так, можно сказать, отметили, что Артур у нас все, завершил свою учебу. Пока первую. Это пока первая у нас учеба. Так, все, смотрите, у меня 2 цукини. Я хочу их просто на крупной терке потереть. Ну, и вот мы вчера, да, с ресторана пришли, отдыхали, телевизор смотрели, рождественские фильмы. Как бы ничем таким не занимались. А сегодня вот немножко поготовим. На обед зажгем 4-ю свечу. Посидим немножко. Лея, девушка Артура, к нам на 3 дня приехала. Артур чаще к ней уезжает, поэтому его, когда мы снимаем видео по выходным, его никогда дома нету. А в этот раз Лея к нам приехала. Будем сейчас варить какао, жарить булочки, завтракать. Так, ну вот, посмотрите, я потерла сюда 2 цукини. Многие, я видела, что выжимают сок с цукини. Я этого никогда не делаю. Потому что я хочу, чтобы это такая у меня была как консистенция такая, что, ну, именно как оладушки. Да, посмотрим. Давно, кстати, я их не готовила. Обычно мы их летом готовим, да? А сейчас зима. Всегда по-разному получается. Я же говорю, я же не профессиональный повар, а вот так вот сейчас сделаем. Так, смотрите. Сейчас мы немножко посолим, и, соответственно, цукини нам даст свой сок. Сейчас мы перемешаем, подождем. Ну вот, начал немножко сок выделяться. Такое мокренькое. Теперь я сюда вобью 1 яичко. Дальше буду перемешивать. Немножко такая суета рождественская прошла, то есть там надо же было и закупиться, и подарки, и уборка. Сейчас все немножко мы с Димой в пятницу все закончили. Уже подарки уложили под елочку. Сейчас я вам покажу. И тут вот самое главное у нас новогодняя игрушечка сидит. Белла, Белла, привет. Привет. Она в этом году взрослая девочка, ни одной игрушки нам не разбила. Белла, Белла, ты хочешь кушать? Вот тут у нас уже подарочки лежат для всех. Но это еще не все, это только начало. Потихоньку они сюда у нас подтягиваются.
Ни одной игрушки не разбила. Такая хорошая девочка была, маленькая. Сколько. Мы даже внизу не вешали раньше игрушки, потому что вот эта хулиганка наша хулиганила нам. Так, мы идем дальше с вами делать наши оладьи. Яичко, соль, цукини. Сейчас мы добавим сюда муки. И мы добавим с вами немножко бак-пульвер. Не целую упаковочку, а немножко. Ну, сколько? Ну, треть. Треть, наверное, даже меньше. И будем перемешивать, чтобы у нас получилось такое тесто, как на оладьи. Сейчас время такое, да, пришло, как я говорю, что мы все дела переделали. Уже сейчас больше можем времени посвятить себе, семье, детям. Такие уютные рождественские новогодние у нас каникулы длинные. Наверное, я не знаю, 2,5 недели дети будут дома. Мы так еще с Димой доцвишем, выйдем на работу. Он на пару дней, я на пару дней. Чтоб совсем не разлениться, как говорится. Так, ну, наверное, я еще капельку добавлю муки. Вот такое тесто у меня получилось. Сейчас оно немножко постоит, и я еще посмотрю. На усмотрение каждой хозяйки, кто как любит. Иногда я делаю тонкими блинчиками, и потом смазываю их. Я делаю как торт из цукини. Ну, сегодня по-быстрому, да, а вообще вот торт я люблю. Я делаю их тонкими блинами, и потом каждый слой я смазываю. Делаю как соус, крем-фреш, зелень, чесночок. И вот так смазываю, и потом можно резать как тортик. Ну, сегодня мы все сделаем по-быстренькому. А то они лежат, потом встанут. Всем резко надо будет кушать. Поэтому надо, чтобы все было у нас готово. Сейчас я оладьи буду жарить и булочки им поставлю. Так, включаем, разогреваем нашу плитку и начнем жарить. Грелась, я немного в сковородку добавила подсолнечного масла и отправляем нашу первую партию. Как говорится, с Богом. А где наши зрители? Осторожно. Я с душа только что вылез. Привет всем. Привет. Мама на кухню зашла, и все зашевелились. Еще бы. Я уже там одну дверь услышала, открылась. Дима уже тоже встал. А что мы вчера допоздна телевизор? Допоздна телевизор смотрели. Я же говорю, никуда мы не торопимся, никому мы ничего больше не должны. Занимаемся своими делами. Сейчас я еще хочу детям какао сварить, чтобы они плотно позавтракали. Артур вчера сказал, что сегодня Weihnachtsmarkt у нас во Фридрихсхафен последний день. Да, вот я не знаю точно, вот Артур хотел, они хотели еще сегодня сходить на Weihnachtsmarkt. Поэтому мы их хорошенечко накормим, и пускай отправляются гулять, а мы с папой будем пока обед готовить вкусный. Да, папа у нас приболел. Ну вот смотрите, ребята, вот так я первую партию нашу выложила. Я не хочу, чтобы они как на крутом огне, пускай они немножко тушатся. Терка у меня крупная была, поэтому пускай чуть-чуть как бы жарится, тушится. Так, Димон у нас приболел. Ну да. Ну сначала мама болела, я всю неделю болела, с субботы по субботу, 7 дней. А Дима и все держались. Я вот выздоровела. Ну, теперь моя очередь. Я тебе передала эстафету, да? Ну. Ну вот.
Ничего страшного. Но, опять же, у нас время есть и даже поболеть, полениться. Этот вирус к вирусу не Да. не прилипает. Все мы сделали, все свои дела решили, поэтому можно даже немножко поболеть, полениться. Как говорится, такой грунт есть, да? Я лежу, потому что я болею. Будем, что у тебя, биатлон, наверное, да, ты будешь смотреть? У Димы сейчас эти зимние эстафеты, Дима у нас биатлон любит. Мы пока еще кофе пьем. А детям я хочу еще сейчас поставить, Дим, какао. Угу. Ну, достань. Так, сейчас мы... Опа. Напишите в комментариях, как у вас проходят ваши уютные домашние рождественские каникулы. Чем занимаетесь? Мы много чем занимались, уже везде ходили, везде нагулялись, и рестораны, и гости, где мы только не были. Поэтому несколько следующих дней мы хотим побыть дома, немножко, как говорится, энергии собрать, потому что впереди еще и Новый год. Новый год надо с энергией справлять. Так, ну что там наши оладушки? Вот почему я добавляла туда немножко бак-пульвера. Видите? Они чуть-чуть как бы поднялись. Я, говорю, видела много рецептов, где вот как хозяйки именно этот сок из цукини выжимают. А я как-то вот не считаю нужным выжимать этот сок. Поэтому я туда немножко муки, бак-пульвера, и оно получается прям рефтиги такие оладьи. Ну да, это все равно, что, не знаю, с апельсином, да? Сок выдавить. Да. Смысл тогда какой? Да. О, хорошенькие получаются. Да. Сейчас мы к ним еще соус приготовим. Ой, а я переживала. Нет, неплохо получается. Так, этот еще пускай сидит. Пускай еще сидит, да. Пускай сидит и не балуется. Так, сейчас мы потихоньку все сделаем. Так, ребята, ну все, пожарили мы наши оладьи. И я хочу попробовать. Вот смотрите, с двух маленьких цукини вот получилась неплохая тарелочка. Но я еще к ним сделала соус. У меня здесь крем-фреш, зелень и маленький зубчик чеснока. Так, сейчас я попробую вместе с вами и будем мы звать наших ребят. И будем мы завтракать. Какао мы сварили для всех. Вкусное, горячее, хорошее. Так, пробуем, да? Что получилось? Что у нас получилось? Вкусно. Очень. Они внутри мягкие получились. Я же сок не выжимала. И они получились. Даже вот руками удобнее будут кушать. Они мягкие. Цукини пропеклось. На завтрак, мне кажется, идеально. Мы желаем всем тоже приятного аппетита, хорошего времени с семьей. Но вы не переключайтесь, остаемся. Сейчас мы накормим своих детей и начнем готовить вкусный обед. Продолжаем дальше наш день. Долго мы сидели за столом, долго мы завтракали, болтали мы. Вот теперь дети опять ушли в комнату, младший наш ушел гулять уже, а я пришла заниматься обедом. Так, у меня вот таких 4 форели, я их почистила. Сейчас я их разрежу напополам. Я и цельными не хочу их жарить, и мельчить сильно не хочу. Вот я каждую рыбку на полчасти поделю.
Форель у нас Артур любит. Вообще я люблю карпа. Форель тоже люблю, но вообще моя любимая рыбка это карп. Ну, с карпом очень всегда много работы, потому что он очень большой, и кости такие у него плотные. Карп это целая процессия, поэтому мы сегодня такую легкую, да, рыбку. Все, вот я порезала нашу рыбку. И я ее просто подсолю. Не буду я никакие приправы рыбные. Вот это я все не люблю. Рыбными приправами ничего я приправывать не буду. У нас будет другая рыба в соусе. Вот я приготовила 4 кусочка лакса. И мы будем вот ее делать вот в таком соусе. А форель у нас будет просто жареная. Кто захочет, тот возьмет кусочек. Сейчас мы ее перемешаем, просолим и начнем жарить. Наша сковородка, я думаю, нагрелась. Ставим первую рыбку. Ну-ка. Да. Отлично. Угу. А тут ее мало, 4 рыбки это всего было. Мы сейчас ее быстренько... 2 захода, да? Да, мы ее быстренько сейчас пережарим. Скажите, как звук? Лучше звук стал с микрофонами или нет? С микрофонами, да, приобрели микрофоны мы. Без никакой муки, без никаких приправ, просто пожарим рыбку. А в соусе мы вот сейчас другую приготовим. И каждый у нас, как всегда, сможет выбрать, что кому как надо. Милан наш младший ускакал. Ускакал уже. Сначала на велосипеде до вокзала и на поезде в Равенсбург уехал. У него хобби граффити. Рисует на стенах, да, баллончиками. Красиво у него, хорошо получается. Да, он ходит раз в неделю, как обучаются они этому. Ну и для этого только отведенные места, да, где можно рисовать вот эти граффити. Да, да. Все остальное это уже вандализм, да? Да. И вот они уехали в Равенсбург. Ну и как раз нагуляет аппетит, придет наш мальчик. И мы будем опять кушать. Угу. Как вам выглядит? Вкусненько? Очень, очень вкусненько выглядит и аппетитненько шкварчит. И вот сейчас мы на вторую часть вот эту пожарим. 5, сколько там? 8 кусочков получается? Да, 4 рыбки, 8 кусочков. 4 рыбы будет? Угу. Окей. Ну да. Так. Картошечка у нас уже чистится. Параллельно, все делаем параллельно. Окей. Пожарилась. Посмотрите, какая она красивого золотистого цвета, да? Все, я ее на салфеточку. Пахнет как, да? Пахнет очень, да, надо, кстати, немножко проветрить. Проветрим сейчас. Так, я немножко детям листики, сейчас эта рыбка как раз вот листики наши пропитает, и дети эти листики слопают. Сейчас мы сюда все красиво переложим. Вот такая у нас рыбка. Не нужны нам никакие тут гевюрцы, ничего нам не нужно. Тут надо вкус. Это, да. А вкусная жареная рыбка. И листики сейчас лимончик чуть-чуть, может быть. пропитаются. Лимончик, да, можно. Так, Там ребята. вот есть лимончик, он, видишь? Вот. Да. В Бибиона, да, покупали эту тарелку давно еще Да. для рыбы. В общем, ребята, сейчас вот наша плитка остынет, мы здесь все протрем и начнем готовить с вами. Ё-моё, чуть не ей. Папа, не надо так хулиганить. И мы начнем с вами уже в соусе делать лакс. Да. Наша закипела. Будем мы с вами делать картофельное пюре. А сейчас мы займемся нашим лаксом. Я его буду обжаривать на оливковом масле немного. Масло вкусненькое. Масло хорошее. Сейчас она хорошенько, пока разогревается, мы сделаем соус. Мы же будем лакс делать соусом, да? Покажи сейчас. Ну, вот такой для рыбки. Без соуса. Так. Ты поставил, Дим, кофе варить? Да. Что-то нам после обеда захотелось кофе, да? 4 часа. Так, ну-ка чуть-чуть. Кофе захотели. Да, вот поставим. Баночка. оно? Милаша, что ли, открывал? Наверное. А, тут чуть не хватает у меня. Ага. В общем, нам нужна баночка шагзаны. Вот тогда добавим туда воды. Нам не нужна горячая.
Schneebesen. А почему немцы так назвали-то? Все, Вот этот пускай прибор. сейчас он... Ну да, не все же нас с Германии смотрят, да, с России тоже смотрят. Вот этот прибор называется по-немецки Schneebesen. Типа метла для снега. Разогрелась. Ну, мне надо А хорошо... ты включай вторую вот эту. Да? Конечно. Мне надо, чтобы она хорошо разогрелась, чтобы мне надо Да, пшик-лакс. да, все, она же включается. Крепко обжарить. Картошка пускай кипит наша. Пусть кипит. Разогрелась. Отправляем мы туда наш лакс. Ага, хорошо. И нам надо обжарить это крепко с двух сторон. То есть я не буду огонь понижать, как на форели. Я это прямо обжарю сейчас. Так. Так я поставлю. Так лучше, я надеюсь. Так наклонись, что немножко. Ой. Так, и я закину сюда помидорки. Сейчас я вам все, ребят, покажу. Мешает, но выдувать-то тоже надо. Вот так, лакс. И помидорки я туда. И на рыбку я розмарина немного. Так, может быть, мне крышку сейчас надо будет достать. А ну-ка, тихо. Это уже сильно она. Угу. Ну-ка, тихо. Ну, лакс-то он быстро жарится. Мне главное, чтобы он как схватился. Поджарилась. Вот до такого состояния с помидорками. И сейчас я это буду заливать вот этим соусом. И к картошке у нас получится уже с вами готовый соус. Закрываем крышечкой и оставим на минут 10-15. Еще параллельно мы обжарим сейчас овощи. Но наш уже ужин идет к завершению. Скоро будем накрывать на стол, садиться, кушать. Вот так вот. Мы же с вами не до конца открыли наш адвентс-календарь. Вот у нас как раз 5 минут картошка будет готова. Мы сейчас до конца с вами распакуем мой адвентс-календарь, да, кто не смотрел до этого. Так, 12-й нам нужен. Первую часть мы распаковывали. Посмотрите, кто не смотрел, если интересно. Так, 12-й. Я вот так буду отсюда снимать. Карандаш. Ну, не знаю эту фирму, но какая-то красивая, золотая. Красивая, золотая. Красный карандаш будем на Новый год губы красить. Так, 12-й есть. Так, 13-й, поехали. Сейчас мы до конца досмотрим. Так, что это? Крем какой-то? Так, это для рук и для ногтей крем. Крем, так. 13. Да, мы открывали первые 10 или 11. Там у меня пару видео назад. Две духи у меня там попалось. Там много чего попалось интересного. Так, это что у нас? Тушь для ресниц, пожалуйста. Это даже я знаю, что это. Да? Ланком. Хорошая фирма. Так, 15-й. Выговаривается, может, Ланком. Ну, может быть и так, а у нас он будет Ланком. Пусть будет. Да. Так, смотрите, что в 15-м попалось. Что это? Ну, это пудру накладывать и сразу вот это такая... как швам, спонж. что ли? Спонж. Ну, швам, ну Да, накладывать на лицо и, видите, сразу с подставкой. Спонж, поп, швам, коп. Смотри, какая уютная. А то он обычно валяется Ну да, согласен. одинокий, а тут он уже в своем месте будет. Так, здесь что-то тяжелое. Духи, наверное, еще раз. Не знаю, здесь что-то Нет, тяжелое. крем Так. какой-то. Ну, это тоже вот такая фирма, мне, говорю, тоже Артур Сет дарил. И душ-гель там тоже уже попадался от этой фирмы. Я так понимаю, что это запечатано. закрыто, Это конечно. скраб для тела, я вижу. Скраб для тела. Это скраб для тела, да.
Да, боди-скраб, все правильно. Ну да, если так посчитать, все, сколько стоит, это Так, все стоит. Сколько сам этот календарь стоил? Ну, мы сейчас все скажем в конце, сколько он стоил и как вот стоит оно того или не стоит. Какой-то крем для лица. Тоже хорошая фирма. 17-й, 18-й, так. 18-й, вот. Так, что-то Париж, Мария Калант, Париж. Крем, маска. Это маска для лица. Две штуки, почему двойка написано? Наверное, две маски там или как? Да, то есть уже, если, может быть, я что-то вот не помню. Я помню, там мне 2 духи попалось в тот раз, пинцет был, тоже крем был какой-то. Пинцет хороший, да, вообще? Пинцет хороший. Так, 20. Острый, да, или как он должен быть? Ну, хороший пинцет, да, был. 18-19 или что? 19 у нас. Масло? Какое-то масло. Для чего? Юль. А для чего? Массажи, наверное. Софтинг, клининг, не знаю. Прованс. Прованс, окей. Да. Из трав какое-то масло. Ну, наверное, для тела. Так, подожди, мы сейчас это все сюда выкинем. Внимательно надо Пустые, будет да. сочетать. А те-то я уже, видишь, разобрала. В ванну уже все, что у нас в тот раз Так, попалось. ты сегодня 21-е? Сегодня 21, но я открою уже до Да, конца. уже, конечно, откроем. Мы все равно же не детки. Так, это липен-бальзам. Окей. В смысле, когда обветрились губы или что? Ну, вообще просто вечером, вот перед сном, Или Белли, или как он там? мазать губки, чтобы, да, не сохли, чтобы были молодые, красивые. Так, 22. Так, тебя мы убираем. Кидай на пол, да. О, еще одни духи. Еще одни духи. А до этого тоже были одни от Versace. Я сейчас принесу. Одни от Versace, одни были от этот, тоже Lancome были. Неси. Аманды. Плохо вижу. Вот еще вот это. В тот что раз, когда тут мы... здесь? Это же для душа. Масло для душа. Масло для душа, хорошо. Вот, когда мы первую часть открывали, вот такие мне духи попались, вот такие от Versace мне попались. И вот сейчас еще какие-то духи. Третьи, представляете? 3 Мне духи. кажется, только вот эти штучки по 10-15 евро, да? Так, что у нас? 23-е. Так, что здесь у нас? Крем. Тоже крем для рук. Ручной, для рук, да. Для рук. И последнее, что-то большое. Ну, не факт. 24-е. Так, что это? Это шампунь. Я знаю эту фирму, это дорогой шампунь. Он стоит 14 евро, 12-14 евро. Вот это. Пусть 12 даже. Даже пускай 12, этот хороший шампунь. Вот, ну и что думаете? В общем, он стоил, этот календарь, 60. На нем было, сколько, я уже забыла. Или 120, или 240, что-то я помню такое. Нет, больше, или 360, или 400 якобы верт у него. Но я знаю, короче, он стоил 60 евро, этот адвенс-календарь. Вот это нам попалось вот сейчас. Но оно же все равно как маленькое все. Ну, я дал бы, что он где-то 120 евро, где-то стоимость этого. Здесь вот у меня красный карандаш, а вот в первой части мне еще попался такой зеленый. Сколько карандаш стоит? Ну, смотря какой. Ну, там средний. Самый, там, Maybelline, там, я не знаю, 5-6 евро, там, окей. 10, там, если L'Oreal. Окей, пусть даже 6 евро. Даже если 6 евро. И вот это красное, а до этого был зеленый. Да. И духов, смотрите, да, сколько. Да, да. Ну, не знаю, судите сами. Все, я пошла картошку толчить и накрываем на стол. Рыбка в соусе у нас получилась. Будем пробовать, очень вкусно. Ну, ты же и овощи сделала еще. Соус нежный. По-итальянски. Да, соус нежный получился, потому что мы же его сливками, и он медиль, да, укроп. Вкусно. Рыбка. Нежная, вкусная. И наша помидорка. ТНТ идет у нас, да? Рекламируют уже. Попробуй эти гемюзы. Я немножко пожарила, да. Ветеранские. Да, тут все и цукини, и боны, и паприка. Все очень вкусно. Вкусненько. Сейчас мы еще форель будем кушать, но она вкусна. Зажгли мы 4-ю свечку.
4-й сегодня адвент, Да. 4-е пришествие, да. Приглашаем мы сейчас своих детей за стол и уже будем спокойно сидеть, кушать. Там еще салат я приготовила, сейчас мы еще салат достанем. Я желаю вам всем хороших выходных дней, каникул. До новых встреч, пока-пока.